Кто мешает тебе быть свободным? Это те оковы, которые ты сам надел и назвал их удобством. Мы часто оправдываем свою пассивность тем, что так спокойнее, так привычнее. Но не замечаем, как превращаем собственные страхи и сомнения в кандала, которые держат нас крепче любой тюрьмы. Это твоя свобода, которая на самом деле рабство. Ирония в том, что мы называем свободой то, что лишает нас настоящей свободы. Когда мы говорим «я так решил, так удобно», мы часто обманываем самих себя. Это не решение, это бегство. Кто же на самом деле твой дьявол, который мешает тебе быть свободным? И почему ты боишься ответственности? Этот вопрос звучит остро, тревожно, но в то же время честно и по-настоящему. Мы привыкли представлять дьявола страшным существом с рогами и копытами. Кто-то рисует его в образах огня и ужаса, кто-то в виде хитрого соблазнителя, приходящего извне. Но правда в том, что он не с рогами и копытами. Он ближе, в тебе самом, когда ты забываешь, кто ты есть. И именно это знание переворачивает все внутри. Оказывается, самое страшное не внешний враг, а тот, кого мы носим в себе, тот голос, который шепчет: «Зачем напрягаться? Зачем меняться? Оставь все как есть». Ты думаешь, что тебя сковали силой? Нет, цепи не замкнуты. Их можно сбросить в любой момент. Это самая потрясающая и одновременно самая пугающая истина. Никто не держит тебя насильно. Ты сам держишься за эти цепи, потому что они дают чувство безопасности. Они дают тебе оправдание. Я не могу, меня сковали, у меня нет выбора. Но правда в том, что выбор есть всегда, и он прямо перед тобой. Но захочешь ли ты? Готов ли ты взять ответственность за свою жизнь, за свою страну? Этот вопрос звучит как вызов. Ответственность – не самое легкое слово. Оно требует честности. Оно требует силы. Оно требует признать, все, что происходит с тобой, в огромной степени зависит от тебя. Пока можно было винить обстоятельства, других людей, власть, судьбу, было проще. Но когда ты понимаешь, что ключи от твоих цепей в твоих руках, оправдания рассыпаются. Или тебе уютно в кандалах, где всегда можно оправдать себя словами: «Это не я, так вышло, меня заставили». Уютно, потому что не нужно напрягаться, не нужно делать шаг в неизвестность, не нужно рисковать ошибиться. Кандалы дают иллюзию защищенности, мол, я жертва, а значит, с меня спроса нет. Но именно эта иллюзия и есть самая крепкая тюрьма. На самом деле, ты сам выбираешь жить так. Ведь оковы удобны. Не нужно бороться, не нужно меняться, не нужно отвечать. Но удобство – это клетка, это рабство. И пока ты отказываешься от собственной силы, кто-то другой управляет твоей жизнью и твоей землей. Эта мысль звучит особенно остро, потому что за ней правда всей нашей повседневности. Пока мы не берем ответственность, всегда найдется тот, кто с радостью возьмет ее за нас, но не ради нашего блага, а ради своей выгоды. Настоящий дьявол – это не кто-то извне. Это твое равнодушие, это твой страх действовать, это твой выбор оставаться рабом. Мы боимся его образа, думая, что он приходит как чудовище, но в действительности он приходит мягко, тихо, почти незаметно. Он приходит в минуты, когда мы решаем отложить на завтра, когда соглашаемся на меньшее, чем достойны, когда закрываем глаза на то, что нужно менять. Он питается нашим бездействием, нашими сомнениями, нашей ленью. И каждый раз, когда мы отказываемся от своей силы, он становится сильнее. Но ключ всегда в твоих руках. Это не метафора, это не утешительная фраза, это реальность. Ты можешь сбросить цепи в любой момент, можешь разорвать оковы и выйти на свободу. Да, это страшно. Да, это непросто. Но именно в этом и заключается настоящее чудо. Никто, кроме тебя, не способен этого сделать. Никто не придет и не освободит тебя силой, если ты сам не захочешь. Но как только ты захочешь, двери распахнутся. И вот здесь появляется настоящая теплота. Потому что свобода – это не только борьба и преодоление, это еще и радость.
Радость ощущать, что ты живешь своей жизнью, что ты управляешь ею, что ты больше не раб своих страхов. Радость понимать, что твой выбор может менять не только тебя, но и мир вокруг. И если каждый из нас сбросит свои внутренние цепи, мир станет другим, светлее, теплее, честнее. Кто же на самом деле твой дьявол? Это твой отказ от себя настоящего. И кто же может победить его? Только ты сам. Не сражаясь во внешнем мире, а обретая силу внутри. Не прячась за удобством, а выбирая путь ответственности. И каждый раз, когда ты выбираешь действовать, ты побеждаешь. А какой твой дьявол, который мешает тебе быть свободным? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.